Здравствуйте, мои дорогие любители вязания! Посмотрите, какую замечательную резиночку я вам приготовила. Резинка вяжется очень легко, у нее небольшой раппорт, она подойдет для вязания любых и даже детских вязаных изделий. Вот с такими замечательными шишечками симпатичными. Простая резиночка. Это резинка под номером 213 из книги японского автора Хитоми Шида «260 узоров спицами». Давайте не будем терять время, а просто быстренько научимся ее вязать. Раппорт этой резинки 10 петель в ширину и 12 рядов в высоту. И что я хотела сказать, в японских схемах, в японских узорах часто первый ряд начинается с вязания лицевых петель. Но вот сколько я уже провязала резинок, иногда это бывает нецелесообразно. Нарушается рисунок, поэтому мы первый ряд будем вязать сразу, так же, как второй ряд. Мы будем чередовать лицевые и изнаночные петли. Давайте начнем, и вы поймете. Набираем на спице 12 петель вместе с кромочными. Про кромочные петли я уже не говорю. Все знают, что мы первую снимаем, последнюю провязываем изнаночной. Я буду говорить сразу петли раппорта. Провязываем одну лицевую, одну изнаночную. То есть мы вяжем резиночку 1 на 1, лицевая, изнаночная. И так до конца ряда. Вяжем второй изнаночный ряд. Провязываем одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую. Далее вяжем изнаночную скрещенную. Вот не так, как бы мы изнаночную провязали, а подхватывая ее сзади, вот за заднюю стенку, и вот так разворачиваем. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Второй раз повторили. И снова лицевая, изнаночная скрещенная. Вяжем третий лицевой ряд. Провязываем лицевую скрещенную, изнаночную. Один раз, вот так пара петель. Лицевая скрещенная, изнаночная. Второй раз. Лицевая скрещенная, изнаночная. Третий раз. Лицевая скрещенная. И теперь нам нужно провязать 2 петли вместе лицевой, но так, чтобы вторая петля у нас легла поверх первой. Вот так мы разворачиваем петли и провязываем их 2 вместе лицевой с наклоном вправо за передние стенки, и у нас вот вторая петля легла поверх первой. Дальше у нас будет накид, изнаночная петля. Четвертый изнаночный ряд. Провязываем 2 лицевых, 2 изнаночных скрещенных. Дальше будет лицевая, изнаночная скрещенная. И так до конца раппорта. Лицевая, изнаночная скрещенная. Лицевая, изнаночная скрещенная. Вяжем 5-й лицевой ряд. Провязываем лицевую скрещенную, изнаночную. Снова лицевая скрещенная, изнаночная. И еще раз лицевая скрещенная, изнаночная. Теперь снова мы провязываем 2 петли вместе лицевой за передние стенки, чтобы у нас вторая петля легла поверх первой. Мне удобно их просто развернуть и провязать вместе лицевой. Дальше накид, изнаночная петля. Берем крючок и будем вывязывать вот на изнаночной, вот на этой петле, будем вывязывать шишечку. Провязываем одну воздушную петлю, снимаем петлю со спицы, провязываем вторую воздушную петлю и третью воздушную петлю. Вот 3 воздушные петли. Да? Мы делаем накид и снова же в эту петлю вытягиваем рабочую нить. Мы сделали так 1 раз, затем накид и снова вытягиваем нить. Второй раз
накид и вытягиваем нить. Это третий раз. Теперь через эти все петли на крючке мы протягиваем одну петлю и все это закрепляем воздушной петлей. Вот так мы провязали шишечку. Крючком мне нравится вязать шишечки больше, они получаются аккуратнее. Вы можете поэкспериментировать, сделать шишечки меньше, провязав меньше петель с накидами, либо больше. Все, закончили шишечкой и кромочной петлей. Вот так у нас должно получиться после провязывания 5 рядов. Какая симпатичная шишечка получается. 6-й изнаночный ряд. Провязываем 3 лицевых. Петля от шишечки у нас провязывается здесь лицевой. 3 лицевых. Дальше у нас будет резинка 1 на 1. Изнаночная скрещенная, лицевая. И так чередуем эти петли до конца ряда. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Вяжем 7-й лицевой ряд. Провязываем лицевую скрещенную, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная петля, лицевая скрещенная. Провязываем 2 вместе лицевой, чтобы вторая была поверх первой. С наклоном. Провязали 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону, за передние стенки. Теперь делаем накид, провязываем изнаночную петлю. И делаем такую же шишечку на следующей петле. Она у нас тоже изнаночная. 3 воздушные петли. Делаем накид. Вывязываем петлю. 1 раз, накид, петля, 2 раз, накид, петля, 3 раз. И протягиваем через все петли нить, закрепляем воздушной петлей. Хорошенько подтягиваем все ниточки. Шишечка готова. Дальше у нас будет изнаночная петля в конце ряда. 8-й изнаночный ряд. Провязываем лицевую, изнаночную. Снова лицевую, изнаночную. Дальше у нас будет 2 изнаночных скрещенных. Затем будет лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Вяжем 9-й лицевой ряд. Провязываем лицевую скрещенную, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону за передние стенки. Делаем накид. Далее у нас будет лицевая скрещенная и снова вывязываем шишечку на изнаночной петле, на следующей. Провязываем 3 воздушные петли, накид, петля 1 раз, накид, петля 2 раз, накид, петля 3 раз. Переносим на правую спицу, хорошенечко затягиваем, провязываем лицевую скрещенную и изнаночную петлю. Мы закончили 9-й лицевой ряд. Вот что у нас должно получиться на данный момент. В 10-м изнаночном ряду мы переходим к резиночке 1 на 1. Лицевые мы провязываем лицевыми, изнаночные мы провязываем изнаночными скрещенными. И так чередуем: лицевая, изнаночная, скрещенная. Лицевая, накид у нас провязывается, лицевой, изнаночная, скрещенная. И так далее до конца ряда. Одиннадцатый лицевой ряд. То же самое мы уже перешли на резинку 1 на 1, и будет у нас лицевая скрещенная, изнаночная.
у нас будут чередоваться лицевая скрещенная, изнаночная до конца ряда. 12 изнаночный ряд, то же самое. Продолжаем вязать резинку. Лицевые мы вяжем лицевыми, изнаночные мы вяжем изнаночными скрещенными. Мы провязали один фрагмент вот такой замечательной резиночки. Посмотрите, как здорово смотрится эта резиночка. Ставьте лайк, если вам понравилось. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Я желаю всем удачи и ровных петелек. Пока-пока.